Мы настолько привыкаем к внешнему шуму, что забываем, а зачем вообще мы на этом свете. Отсюда ощущение прострации, фразы «я живу не свою жизнь». Конечно, как мы можем знать вообще, чего хотим, если попросту не даем себе времени подумать про это? Может быть, кажется, что этого времени вовсе и нет, но тогда приходится его создавать. Так я решила провести выходные одна, в тишине, в месте, которое случайно нашла на карте Нидерланд. Я жила в домике на одного человека, а само место находится прямо в порту. Вокруг лодки, яхты, птицы поют, и вид из окна просто ошеломительный. Здесь небольшая односпальная кровать, свет, место для чтения и созерцания. Зимой здесь только хитинг, отопление, подогрев, скажем так. Здесь есть небольшой чайник, программа, чай, кружечки. Очень все продумано, очень миленько. Здесь у нас свет, оп, умывальник, туалет и душ. Мне очень нравится. Еще из фанеры, правда. Вот примерно так она выглядит. Не очень удобно, но заселение проходит с 4 часов дня. Так что я заселилась и пришла сразу на ужин. Нужно сказать, что вся еда здесь веганская. Или вегетарианская. По-моему, веганская. Это был первый такой вечер за очень долгое время, когда ты ничего вокруг не знаешь, ты никого вокруг не знаешь, и тебя не знают. Так что я, можно сказать, переключалась, читала книгу, отдыхала и настраивалась на новый день. 7:34. Доброе утро. Здесь много мест, где можно остановиться в любой момент и отдохнуть. Кроме домиков на одного человека, есть домики побольше, на пару. Даже были люди с детьми и с животными. Правильное и хорошее настроение на день всегда задает завтрак. Он проходит в общем доме, где также проходит обед и ужин. Я пришла почти самая первая, потому что у большинства людей, кто останавливался на эти выходные, была в это время йога. Завтрак по типу шведского стола, где лежит разного вида хлеб, начинки, сладости. Выбирай, что тебе по душе. Этот общий домик также как место соединения людей и релакса. Здесь есть и камин с книгами и журналами, которые можно почитать. Даже, кстати, есть парочка книг на английском языке. Я даже видела настольные игры, полотна для рисования. И в этом же доме есть небольшой магазин, в котором всегда можно найти чем подкрепиться. Божечки, мне так повезло с погодой на эти выходные. Выглянуло солнце, когда еще вчера лил дождь. Это было просто волшебство какое-то. Я гуляла по этому пирсу, ловила лучи солнца, и, кажется, вот внутри все просто сияло. Вот это лодки для аренды. А здесь стоит такая сауна и купель.
Интересно, что если это все оплачивать с их сайта, то это все входит в проживание. А я оплачивала через Booking, поэтому мне за все это нужно доплачивать дополнительно. Но мне рассказали, что в этом помещении проводят йогу и всякие сессии. Здесь повсюду места для костра, какие-то теплицы. Летом здесь появляются еще большие палатки. Я точно хочу сюда еще вернуться, когда потеплеет. Какой-то детский трепет у меня начинается, когда я вижу много природы, какие-то как летние домики и домики для жилья. Пришла в номер после улицы, чтобы немножко приодеться, пойти погулять, пока солнышко. И пока собиралась, обратила внимание, кинула взгляд на стол, что у меня произошел матч по цветам. Желтый цвет в приоритете. Я сейчас покажу. Кажется, ничего необычного, но вот эта открытка была здесь. То есть это брендовый цвет этого места, как и здесь, в принципе, да. Мед, мой пакетик и моя карточка, я принесла их сама, и они как-то так все смычились очень по цвету. Кстати, вот эту карточку подарила мне подруга. Она сказала, что она ее вытягивала на Новый год, думая про этого человека. И вот выпала Create a Life You Can't Wait to Wake Up To. А какая-то жизнь, в которой хочется просыпаться с нетерпением каждое утро. Кажется, что лучше как минимум выйти в оффлайн. Так что Время погулять. Там солнце вообще-то на улице. Видно? Не видно? Что мне нравится? Я иду, по сути, по какой-то деревне. Каждая машина проезжает, и все здороваются. Все машут, типа руку поднимают, улыбаются. Я им всем киваю или руку тоже поднимаю. Так приятно, кажется, что как будто я здесь и живу. Меня загрузили. Дали мне все, что надо для тренировки. прогулка состоялась. Но чтобы еще лучше наладить отношения со своим телом, я решила сделать небольшую тренировку. Так как тент для йоги был занят, мне любезно предоставили другое пространство, где я спокойно могла позаниматься совершенно одна. Там был очень красивый свет и тишина. Я только что позанималась. Мне любезно предоставили другое пространство, в котором нет никого. Я здесь одна. Это место обычно используется, видимо, для каких-то сессий. Мне нравится, что здесь тихо, что здесь красиво. Здесь огромное окно. Попадает очень много света, и сегодня солнечный день. Поэтому занималась в удовольствие, это точно. Такое чувство. Надо вот сейчас это все возвращать. Я понимаю, что там сейчас время обеда, много людей находится в общей комнате. И мне как-то и лень, и тяжело туда идти, и как-то не хочется. Поэтому я пока сижу здесь, прихожу в себя.
После тренировки очень круто дать телу немного расслабиться. Поэтому я все-таки решила забукать себе на час сауну и точно не пожалела. Пока я там сидела, тело нагревалось, возможно, голова моя тоже перегрелась, и мне пришла безумнейшая идея. Напоминаю, начало февраля. Я решила окунуться в воду. Я думала, что прямо там у меня откажут все конечности, и я утону. Тело покрывало приятная дрожь, такая вот все тело кололось. Вы посмотрите просто, какие красные ноги, руки у меня после этой ледяной воды. Но я супер счастлива, что я это сделала, поэтому я сделала это 2 раза. На часах уже давно был обед, и недалеко от нашего места нашла небольшой ресторан. Так как в месте, где я сейчас живу, там только вегетарианская и веганская еда, я человек, который любит мясо. Я пришла в соседний ресторан недалеко, буквально пару минут прогуляться. Взяла очень вкусную курицу, картошку. Это что-то мне принесли. Мясо, что ли? Очуметь. Было вкусно. Немножко посидела, пописала. Есть некоторые вопросы, на которые хочу ответить этим вечером, попытаться, по крайней мере, сидя около камина. Самое вдохновляющее место. Выхожу к вам в таком вот прекрасном виде, когда я не могу слишком много эмоций показывать. Но сегодня вечером, когда я сидела у камина и писала в блокнот, подсела пара голландцев. Мы с ними вообще так классно поговорили, вообще замечательные ребята. Обо всем на свете. Очень интересно, кстати, у парня хобби. Он летает на каких-то, как я поняла, самолетиков, у которых нет двигателей, и как были в Альпах, посоветовали, куда можно съездить в Нидерландах, так как я люблю очень природу. Сказали, по-моему, это лес или место около города Мастрихт и Гронинген, это на севере. Вот. Хочу сейчас еще немножко пописать в том блокнотике, который мне выдали здесь, в Звире. Надеюсь, завтра там в блокнотике был лист, где можно написать себе письмо, и мне его пришлют через год. Они так обещают. Вот. Хочу им отнести это письмо, чтобы они мне через год его прислали. Буду пить чай, писать блокнот, готовиться ко сну. Завтра утром мне уже уезжать, но перед этим у меня завтрак и йога. Ну вот, и последнее утро настало. Бегу на йогу сегодня записалась. Йога как раз проходила в том тенте, который я вам показывала раньше, и вот такое большое красивое пространство там внутри. Даже видно небо. Что я вам скажу? Это была йога, на которой надо было очень много дышать. И мне голова кружилась. Вот это дыхание. Давно я не ходила на такую йогу. Не вспоминаю, что в прошлые разы мне также кружилась голова. При выселении мне подарили рецепт, как приготовить домашнюю гранолу. Я еще немного посидела в общей комнате со своим дневником, написала все свои мысли и поняла, что невозможно ответить себе, конечно, за такое короткое время на все вопросы, но можно задать себе вектор.
и маленькие шаги, которые можно сделать уже сегодня. Время сейчас идет очень быстро, но иногда стоит замедлиться, а может быть даже и остановиться, чтобы разогнаться и прыгнуть еще дальше. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!